Древний Рим. Опять-таки, сколько раз в день вы думаете о Римской империи? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут в миру Василий. В легионе меня Тезка. знают. Да. В легионе меня знают как Гай Флавий Пертинакс. Мы сейчас с вами находимся у ристалища, где сталкиваются традиционные противники – варварские племена и Рим. Мы нашим легионом, 5-м Македонским, живем в 117 году нашей эры. Это последний год правления нашего благословенного императора Трояна. И мы уже победили, но это вот, скажем так, остатки, недобитки дакийских племен и их союзников пытаются беспокоить наш Лимес на Дунае. Чем интересно сегодняшнее сражение? У нас по-настоящему много бойцов. Сегодня это особенно хорошо видно. И как ни странно, но в основном на реконах не пытаются восстановить римскую линейную тактику. Это сложно, это требует частых тренировок, поскольку на самом деле рассыпной строй, он меньше предъявляет требований подготовки бойца, ему проще. Здесь мы как раз и пытаемся действовать строем. Это правильно, это нужно, и на самом деле с точки зрения реконструкции это самое интересное. Вы же сами видите прекрасно, как сложно собрать большие подразделения. Сегодня нам повезло, более или менее мы поработали в рассыпном строю, и, соответственно, это не манипула, это все-таки скорее фаланга, да, сомкнутый строй. Как видите, получилось довольно интересно, и результаты, когда римляне действуют строем, они очень убедительные. Варвары всегда проигрывают. Мне сразу задается несколько вопросов. Впервые за долгое время я вижу конкретное использование стальных макетов вооружения, именно как раз здесь. Есть несколько вопросов. Чем обусловлено использование именно стального вооружения? Это все-таки травмоопасно. Но и второй вопрос. Почему вы не используете пенопропилен, пенополиуретан? Потому что им можно колоть в лицо, например. Смотрите, момент принципиальный. Я занимаюсь не только военно-исторической реконструкцией, но и восточными единоборствами. Понятное дело, что когда ты выходишь на бой, существуют определенные правила. Если мы будем заменять настоящее стальное оружие, и это очень важный не только психологический, это и очень важный реконструктивный момент, ларпом ты никогда не восстановишь кинематику использования настоящего оружия. К коротким мечам люди относятся довольно, снисходительно. Почему? Потому что длина, она все-таки для многих решает. А между тем, это страшнейшее оружие. И мы это знаем по историческим свидетельствам, что появление у римлян во 2-3 веке до нашей эры классического гладия, оно произвело фурор. Не только потому, что это удобное оружие для линейного боя. Оно само по себе страшное, и такое оружие имело свои итерации в более поздние эпохи. А самое близкое к нам — это классический артиллерийский тесак. Страшный чем? Короткий, но тяжелый, одинаково пригодный как для рубящего, и благодаря весу и короткому замаху, производящий жуткие разрушения в человеческом теле. На самом деле гладием можно спокойно отрубить руку. Как мы, почувствуем это, как мы будем работать, как мы будем что-то реконструировать, если у нас вместо настоящей железки пенопропилен? Это раз. И второй момент, очень важный. Никогда не будет психологически боец подготовлен, он не почувствует себя в шкуре легионера, если он будет понимать, что никакой опасности, разница есть между настоящим железом и его имитацией. Как-то так. Поэтому для нас этот момент принципиальный. Наш легион старается работать только с железом. Это наша кредо. Реконструкция должна быть не только красивой, но и, реконструктивной. Вот, кстати, по этому поводу это весьма дискуссионный момент. Я с вами во многом согласен. Но все-таки для того, чтобы постараться восстановить именно правильность римского строевого боя, да и не только в любой реконструкции, это ж по своим ТТХ стальное оружие и доспехи должны соответствовать тому, что были. Вы сами понимаете, на данный момент это невозможно, потому что мы не можем восстановить полностью те средства производства, которые у нас были в Риме. Все-таки это никак не получится, даже чисто химически. И самое главное, наш человек современный понимает, что это все не по-настоящему, а человек все-таки боится за свою жизнь. Но мне очень нравится, как выглядит, потому что это выглядит весьма динамично. Опять-таки про реконструкцию. Вы абсолютно правы сказали. Для сохранения, для работы в строю нужно большое количество тренировок, а это надо жить как легионер. Скажите, пожалуйста,
чисто такой интерес. Римляне, Социальные возвращайтесь, пожалуйста, сети, на 1200 лет в прошлое. социальные Вас сети, это пристанище через 1,5 часа. различные краудфандинговые компании и все остальное, в принципе, теоретически могли бы обеспечить человека для полной имитации жизни римского легионера. Если бы у вас была такая возможность, вы бы провели такой эксперимент науки ради. Мы постоянно проводим подобные эксперименты. У нас существует практика учебно-тренировочных походов, когда мы вплоть до недели уходим, простите, да, в Древний Рим. Вопрос спорный, но я хотел бы на секундочку вернуться к тому, что вы сказали. Может быть, мы не можем восстановить технологии, но загнать современного человека максимально в шкуру легионера мы можем. Во-первых, у нас оружие может быть и по составу не полностью, но по весу, простите, мы имеем образцы полновесные римского снаряжения, то есть по весу, по габаритам, по системе сборки и по системе его использования мы стараемся быть максимально близко. Это раз. И два. Почему железо? Опять-таки, почему железо? Если ты не чувствуешь риска, никогда ты даже близко не приблизишься к осознанию того, как себя чувствовал линейный солдат тяжелой пехоты тех времен. Это важно. Поэтому железо — это не просто дань моде или нашим каким-то предпочтениям. Это обязательный фактор для того, чтобы человек психологически вживался в шкуру римского легионера. Мы считаем это обязательным элементом дидактическим в этом процессе. Не только тренировки, не только постоянное сплочение, но и осознанный риск, он должен быть. Что ж, это было восхитительно во всех смыслах беседа. Огромное вам спасибо. Узнал очень многого для себя именно в реконструкции Рима, Римской империи. Большое спасибо, дорогие друзья. Это была площадка Римской империи и их соседей-варваров. Не переключайтесь, переходите на сцену. Спасибо большое. Вам спасибо. Извиняюсь сразу за такие, возможно, провокационные вопросы, просто они очень часто люди задают. Это нормальные вопросы, и мы не один, как говорится, рулон бумаги, папируса, исписали, пытаясь объяснить, почему мы считаем У нас сейчас это здесь правильно. начинается боищий То есть копье. здесь все должно, как Первый говорится, бой. действовать в синергии. А иначе не Алексей получится. Мы Вечер. хотим не Второй бой. быть современными Бертан мальчиками и девочками, которые переоделись в античные шмотки. Мы хотим действительно попытаться пожить в этой эпохе. А для этого нужно чувствовать себя в этой эпохе. И нужно понимать, естественно, чем ты рискуешь. В нашем случае ты рискуешь конечностями, глазами, и это, я считаю, оправданный риск. 5-й легион, дорогие друзья. Не переключайтесь, а мы возвращаемся на сцену.